первый вопрос Яну, да, который мы выбрали. Почему же бренд VILHELM PARFUMERIE так называется? Почему Ян Алгрен выбрал это название? First question about the name. Well, my name is John Wilhelm, and my grandfather's name was Wilhelm, and he was a very, very charming Cary Grant-like figure who had impeccable taste. He was very charismatic. Whenever he would enter into a room, he would draw everybody's attention. And I felt it was obvious that if I would name the brand something, it would be VILHELM Parfumerie. So Ну что же, все очень просто. Во-первых, меня зовут Ян Вильгельм Алгрен. Вильгельм — это мое второе имя, так что можешь считать то, что мои ароматы, мой бренд — это мое второе я. А плюс ко всему Вильгельм так звали моего деда, который был очень похож на Кэрри Гранта, был столь же импозантной, столь же яркой личностью. И всегда, когда бы он куда бы ни входил, в какую-нибудь комнату, помещение, все взоры всегда обращались к нему. Такое ощущение, будто на нем был какой-то безумный аромат. И я подумал, то, что если уж и называть как-то мой бренд, то называть его как раз VILHELM PARFUMERIE. Thank you very much. И следующий вопрос. Как Ян придумал логотип VILHELM PARFUMERIE? Я напомню то, что логотип можно увидеть вот здесь вот на крышках. Да? Это вот такой вот цветок. И каждый аромат Вильгельма сопровождается очень красивыми коллажами. Коллажами, которые вы можете видеть в инстаграме Вильгельма, вы можете видеть часто публикующимся в нашем инстаграме Molecule. И вопрос такой, как Ян придумал, в общем-то, этот логотип, что он означает и как он придумал коллажи. The question about logo and collages. Well, I chose the logo, it's a lotus flower. First of all, because I think it's a very beautiful flower, and it stands for good health and longevity, so that's why I felt it was obvious that, or for me, it felt very natural to have this lotus flower as my symbol. Then when it comes to the collages, it's something that I want people to be able to, when they see a collage of VILHELM Parfumerie, I want them to be able to also smell the fragrance just by looking at the collages. Ну что же, логотип, тот самый логотип, который мы с вами видели, он вот так вот выглядит, да, это не что иное, как цветок лотоса. Ну, Ян выбрал лотос по одной простой причине, потому что, ну, с одной стороны, с его точки зрения, парфюмерия очень тесно связана именно с цветами. Да, то есть цветы все-таки это главная парфюмерная нота, а лотос с точки зрения Яна это самый красивый цветок. И пускай сам лотос, в общем-то, не имеет аромата, однако же его красота, она должна воплощать вот такое вот стремление к совершенству и красоте, которую Ян хотел воплотить в своих композициях. А коллажи, каждый аромат, который сопровождает, совершенно верно, цветок любви, а каждый коллаж, который сопровождает аромат, основная идея в том, что вместо перечисления стандартного, например, нот или чего-то еще, человек может посмотреть на коллаж и увидеть, в общем-то, воочию аромат, представить себе, как он будет звучать на коже. И следующий вопрос сразу же в продолжении, почему Ян выбрал такую необычную форму флакона и узор, который есть на самом флаконе, и узор, который есть на коробках. Да? Вы обратите внимание, узор это очень-очень необычный, я вот так буду держать, да, и сейчас посмотрим, что Ян про это скажет. The next question about shape of the bottle and pattern. Well, I wanted, for the bottle, I wanted to have a low shape. You're talking about, first of all, the bottle, correct? Yes, exact. Yeah, so for the bottle, I wanted to have a bottle that had like a low shape, and then it would have, I wanted to also have a vintage feeling to it, so that's why I chose these stripes on the bottle to give like something that you would feel, you would recognize it, it would feel like it's something from the past. And then together with this new shape and the yellow color, I think I found a good balance of something old and something new at the same time, which I think is it creates a good mix. Ну что же, во-первых, да, такая форма флакона выбрана, потому что еще никто такую форму не выбирал, да, то есть ему хотелось, чтобы флакон выглядел очень-очень нестандартно для парфюмерии, очень необычно, поэтому вот такая приземистая форма, да, в виде вот такой вот сферы, которую я держу в руках,
да, она с точки зрения Яна должна была отражать вот такую инновационность бренда. И в то же время тот самый узор, который вы видите по краям флакона, да, он создает такое винтажное слегка ощущение, и это некий дань вот такой традиционным парфюмерным ценностям. Поэтому, с одной стороны, это вот такое что-то должно было быть современное, с другой стороны, действительно традиционное. And what about pattern? И следующий вопрос по поводу узора, который у нас есть на каждой коробке. So this is actually, here I'm looking way back in history. I'm looking back to the ancient Egyptians, and this is inspired by hieroglyphs. This is also where you found the first perfume in the old Egypt. And I wanted each of the name to make the pattern. And also when you see it all on a shelf, it creates this slight variation, since it's each specific perfume, name of the perfume makes the pattern. It gives something for the eye, so it's not just flat. So something is happening in the subconscious when you're looking at all this together. Да, и Ян говорит, история этого узора, она опять же уходит корнями, в общем-то, в историю, простите за каламбур, да, в данном случае в историю Древнего Египта, потому что первые как раз парфюмерные образцы были найдены именно там, и когда Ян посетил Египет, он увидел это египетские иероглифы, ему они показались удивительно живописными, и он подумал, что было бы здорово вот сделать такой секрет, который был бы в каждом флаконе, поэтому если вы приглядитесь, да, я специально вот так вот сделаю, это не просто узор, да, вот здесь вот у нас получается такое обратное отражение. Вот. Но вы можете прочитать, то, что на самом деле это название аромата, которое пишется вот так вот друг за другом. И следующий вопрос, почему же Ян выбрал такой цвет для, в общем-то, своего бренда? Because for me, yellow, it's happiness. It expresses joy, it expresses sunshine, and for me it's very inviting. And that's why I chose this color. Да, ну для Яна вот этот цвет шафраново-желтый, да, такой, это цвет счастья. Это цвет счастья, и Ян считает, что это очень такой приглашающий и располагающий оттенок, который сразу же бросается в глаза, и, в общем-то, невозможно пройти с тем, чтобы не потрогать и не попробовать эти работы Яна, как они существуют. Следующий вопрос – это вопрос о том, как Ян, в общем-то, создает ароматы, да, а конкретно даже о процессе создания ароматов. Бывает ли так, то, что вот Ян сидит и сразу же сделал, например, композицию? Или это долгий процесс, когда там много попыток, много версий создается, и только одна из них оказывается на полке? So it could be anything for me. It could be that I have seen a great movie and I can feel how this, you know, in a movie there could be a specific scene, and then I could imagine a special set or a feeling in the room, a special smell in the room, and then I want to recreate exactly the smell that I'm imagining for the scene. Or it could be that I'm having a dream of that I'm having a dinner with Salvador Dali and his muse Gala. We're in New York, maybe at the St. Regis Hotel, and we're drinking coffee, and this could be an inspiration for a perfume. It could be, so that for me is the beauty of perfume. There's no limit. You can travel to whatever world you want, any movie you want to see, and this could be your inspiration for a perfume. And that's usually how it starts. That's the process how it starts. Ну что же, все начинается, конечно же, с источника вдохновения. Источником вдохновения может быть все, что угодно. Ян может смотреть, например, какой-нибудь суперинтересный фильм, который ему нравится, и там может быть определенный момент, который, вот что называется, затронет душу, и это может быть, например, какая-нибудь комната или какое-нибудь действие. И Ян, он как будто очень-очень отчетливо представляет аромат, который может быть в этой комнате, может быть в этой действии. И он старается как можно более точно это воплотить. С другой стороны, он может фантазировать о каких-то вещах, которых, в принципе, не бывало. Он, например, может представить себе то, что он побывал на ужине с Сальвадором Дали и постарался как раз воплотить атмосферу, аромат этого ужина. Okay, and when you have your source of inspiration, is it a very easy way to create the final composition, or it's like many attempts, approaches, etc.? It can be, for me, it can be it can go very quick. You have it directly, or it can take over a year. And it could be it could be hundreds and hundreds of tries back and forth. And you've seen it myself. I'm always coming with like a lab sample, something new that I'm working on. And it's a
but when I have it, then I know exactly when it's there on my desk and we got it, and that's such a feeling of joy. But it can be very, very long. It varies. Ну что же, на самом деле, Ян говорит, бывает по-разному, да, бывает так, то, что процесс создания аромата может быть очень короток, да, то есть вдохновение, композиция, и буквально за несколько дней она уже готова. А чаще, тем не менее, бывает так, то, что это очень сложный, многоступенчатый процесс, когда создается множество версий, делается множество подходов к созданию аромата. Ты постоянно экспериментируешь, и я от себя добавлю, это действительно так, потому что каждый раз, когда я встречался с Яном, да, в каждую свободную минуту Ян буквально доставал из сумки сразу где-то там 20, не меньше лабораторных сэмплов и начинал их, в общем-то, при мне исследовать, обсуждать, да, в общем-то, по сути дела, каждый человек, который общался с Яном, мог наблюдать процесс создания аромата, что называется, воочию. И процесс этот может, как говорит Ян, затянуться, в общем-то, на долгие годы и будет закончен только тогда, когда Ян действительно почувствует, что композиция достигла такого необходимого уровня, да, то есть она стала с точки зрения Яна действительно совершенством. Еще вопрос, он такой немножко провокационный. Правда ли это то, что в ароматах VILHELM PARFUMERIE, ну это вы задали вопрос, да, содержатся афродизиаки? The question about aphrodisiacs. Well, I think we all have our own sort of aphrodisiac. Like for me, it's jasmine. There's something about jasmine that for me is just extremely sexual, animalic, but for somebody else it could be something different. So that's my answer to that. So in that case, yes, there's plenty of aphrodisiac in VILHELM Parfumerie. Yes. Ян говорит, что на самом деле, когда мы говорим об афродизиаках, то нужно иметь в виду то, что афродизиаки для каждого человека свои. Да, то есть они связаны с эмоциями, они связаны с ассоциациями. И для самого Яна, наверное, самым таким ярким, сильным афродизиаком является аромат жасмина. И жасмин он тоже часто использует, ему кажется, что это самое эротичное то, что может быть. Поэтому да, с этой точки зрения у каждого есть свои афродизиаки. И афродизиаки с точки зрения Яна, они, конечно же, участвуют в каждой композиции. Поэтому ответ на этот вопрос – да. В каждом аромате есть действительно такие соблазнительные, чарующие компоненты. Ароматы Яна, они абсолютно разные. Они сделаны в разных стилях, в разных олфактивных направлениях. И почему, в общем-то, Ян решил так сделать? Как он может это объяснить? It's about different style of your fragrances. Why? But I think it's also because I have a very vivid fantasy and imagination. I mean, and I've been fortunate enough to live a life where I've met so many incredible artists. I have traveled so much, so I have a huge source or a bank of inspiration that I can create from, and that I would say is why the fragrances are so different. And I also try to make them very distinct and very true to the actual story. And it could be anything from a hidden club to a party at the Great Gatsby mansion, or it varies in times of era. So yeah, that I don't know if it's a good answer for it, but that I would say is one of the reasons and explanations for it. I'm not sure that answers can be good or not good. It's your answer. No, I have no Everybody idea. is one. Okay. Ян отвечает так, что на самом деле все ароматы абсолютно разные. В первую очередь потому, что источники вдохновения для Яна были абсолютно разные. Поэтому каждый аромат, он не просто был сделан с тем, чтобы завоевать такую новую олфактивную территорию. Каждый аромат, он очень-очень честный. И Ян старался как можно более точно воплотить то, что он задумывал в этой композиции. Поэтому он постоянно встречается с разными людьми, он постоянно там читает разные книги, смотрит разные фильмы. Вот это вот все ароматы, они, в общем-то, пришли как, с одной стороны, из жизни, с другой стороны, из мира фантазий. И поэтому действительно у VILHELM Parfumerie практически нет вот такого почерка, да, явно узнаваемо.
и я от себя добавлю, с моей точки зрения это здорово, потому что даже если вы еще не нашли свой любимый аромат, например, VILHELM PARFUMERIE, то будьте уверены, когда-нибудь вот то источник вдохновения Яна совпадет с вашими желаниями на 100%. И это будет как раз, я думаю, самое-самое-самое прекрасное. Главное в парфюмерии, VILHELM PARFUMERIE, это такая абсолютная честность. Честность, о которой только что говорил Ян. Okay, and the next question, следующий вопрос. Возможно ли смешивать ароматы VILHELM PARFUMERIE на коже? Да, кто-то, в общем-то, задал. Is it possible to mix fragrances on the skin? Yeah, it is possible. It's nothing, you know, about layering. And you know, when you work on a fragrance, you work so specifically on each different step, like from the top to the mid to the base. So I can't say that I'm a big fan of layering or mixing, because I think each fragrance has its own specific story and a journey throughout the day while you carry it. But of course, yes, you can mix it and you can find great mixes, but it's nothing that, you know, people always ask me this, and yes, feel free to go ahead and mix your favorite fragrances and you know, but it's not something. Yeah, yeah, I think you understand what I mean. Yes, I understand. Ну, Ян говорит, как и любой парфюмер, который старается создать такую совершенную композицию, Ян, конечно, не подразумевал то, что эти ароматы должны смешиваться друг с другом, но, с другой стороны, Ян прекрасно понимает, что заставляет человека смешивать эти композиции. По сути дела, парфюмер занимается тем же самым, когда смешивает верхние ноты с нотами сердца, с базовыми нотами. И поэтому, да, мешайте, находите свои любимые сочетания, ни в коем случае не смущайтесь, никого не слушайте, следуйте только тому, что вам больше всего нравится. I think it's very good to have like London here and New York here. Oh yes, it could be fantastic. I agree with you. It's just when you work so hard on a perfume and each step of it, then that's why I think but I agree. It can. Yeah, people should do whatever they want to do. Да, я сказал Яну то, что это действительно может быть здорово, потому что, с одной стороны, например, ты можешь нанести аромат, как аромат Лондона, например, такой как Black Citrus, а с другой стороны, какой-нибудь из ароматов Нью-Йорка, который сделал Ян, например, 125-й Блум, да, и у тебя и Лондон, и Нью-Йорк, вот они как будто соединяются в шлейфе. Это вообще изумительно. Поэтому, как вы видели, Яна это очень обрадовало. И он говорит, да, пользуйтесь своим парфюмерным опытом и делайте с ароматами то, что считаете нужным. Это будет как раз прекрасно. And the next question dedicated to your new fragrance. And I think this question can be very good because it's like a request of presentation of new fragrance. И следующий вопрос, он посвящен новому аромату Яна, аромату, который называется Body Paint. Да, какой источник вдохновения для создания этого аромата? Okay, question about story of creation, Body Paint and source of inspiration. Well, I mean, I'll what I can say is that this story and this perfume is, it's overheard, and apparently there is this special club in Paris that was founded in 1988. It was apparently held in a museum, the first meeting, and under one of the paintings from Matisse, and they would then later on, the development would be that when you would be introduced to this club, you would be carried in naked, together with chanting and humming from monks, and they would pour this liquid over your body that would consist of pear and chili. And apparently the way this, because this juice had been in a very special way, been formatted, and what happened was that apparently you would reach such intense and long orgasms, so that you would travel to a different stage in your mind. And this I thought was a very, you know, so what is this? And apparently the ingredients of this juice was pear and it was chili. So I had to make a perfume about this club. You know, I don't know, in all honesty, if it exists or not. I mean, there's rumors about it that it does, but you know,
I've had many questions. Many people would like to ask me, where can I find it? Can I join? You know, you know, so I wanted to create this extremely intense fruity fragrance, and it's and where you play with the pear and with the chili. Okay, I try to translate. Okay, sorry, yes, sorry, sir. Ну что ж, извините, если я что-то забуду в переводе, но я, тем не менее, постараюсь. Итак, Ян начал с того, что источник вдохновения Ян фантазировал, Ян придумал то, что в конце 80-х годов, в 1988 году в Париже образовалось некое тайное общество женщин, и посвящением в это общество служил такой очень интересный ритуал, когда они собирались в галерее, собирались рядом с полотном Матисса, знаменитым полотном, который называется «Танец». Помните, это красные фигуры в таком экстатическом танце на синем фоне. И, в общем-то, они начинали свой ритуал. Этот ритуал, он, в общем-то, и состоял из этого танца. Они скидывали накидки, они оставались обнаженными, и там служительницы подходили и из сосудов поливали их тела таким ледяным соком из грушевых лепестков, ледяным соком груши. И вот тогда, когда этот сок касался разгоряченных тел, разгоряченной кожи, он как будто оставлял свой след. И Ян подумал о том, что этот танец как будто вводил в некий транс и провоцировал экстаз. Он говорил то, что это ощущение такое многих оргазмов. Да? Я дословно перевожу, что сказал Ян. И попытка Яна как раз воссоздать в композиции вот это вот ощущение некого экстаза, такой абсолютной, простите за тавтологию, абсолютной эйфории, да, вот это вот оргазмическое ощущение, поэтому это настоящая эротическая фантазия. Но Ян говорит очень здорово, на самом деле Ян не знает точно, есть такое, например, общество или нет, хотя есть много разных запретных обществ, но после того, когда он показывал этот аромат, ну, в общем-то, в мире, к нему очень многие спрашивали, в общем-то, а как можно найти этих женщин, как можно к ним присоединиться? That's why I think we need, if this society doesn't exist, we need to create them. Oh, yes. I think. Yes, And do these rituals. It sounds very, you know, intimidating and exciting, yes. Да. И Ян говорит, для того, чтобы воплотить вот это вот ощущение экстаза, он использовал, конечно же, ноты очень редкие в парфюмерии. Во-первых, это нота грушевого сока. Это очень необычная композиция, и действительно вы даже, если в интернете посмотрите, увидите, что ароматов с этим компонентом практически не существует. И вот этот оттенок ледяного грушевого сока, он сочетается с очень жгучим, обжигающим, горячим оттенком перца чили. Поэтому создается вот такой вот коктейль, как говорит Ян, который it's like cocktail arouses the senses. Yes. Да, это словно вот коктейль, который буквально пробуждает чувство, пробуждает желание. А после этого Ян еще что-то говорит про, ну, it's and we can return to the question about aphrodisiacs, yes? Absolutely, 100%. Да, ну и, конечно, это такой возврат к вопросу, есть ли афродизиаки в ароматах Яна Алгрена. Конечно, вот он как раз аромат, который только из них практически состоит. And about the name, why body paint? What this name does it mean? Ну и имя body paint, что означает краска на теле, что это означает? Because apparently they would pour this juice over, it would paint it, like they would paint it over the body. So that's why the name became body paint. I thought that was a suiting name for the fragrance. Да, и основная идея, то, что когда как раз эти женщины, члены этого тайного общества наносят грушевый сок, он как будто впитывается в поры кожи, и они приобретают вот этот вот чарующий оттенок, это становится как будто их краской на тело. Because I think that body paint can be it's like the name of all your fragrances, because all your fragrances is like painting for body, different fragrances. Yeah. Но мне кажется, то, что вот это название body paint, краска на теле, может быть вообще применимо ко всем работам Яна. Да, потому что они действительно словно макияж для нашего тела, словно краска на нашей коже. Okay, and the next question. И следующий вопрос. Вы сделали этот аромат больше для мужчин или для женщин? И если для женщин, то
какие черты характера должны быть у женщины, чтобы носить этот аромат и чтобы чувствовать себя в нем комфортным? First of all, when I create, you know, a fragrance, and we start, it is true, it could be for a male or a female character, or, but usually you know, most of the time it's very gender fluid. It's not, you know, it's definitely unisex, and so this is definitely for both men and for women, no doubt about it. Да, но Ян говорит, на самом деле, тогда, когда он создает композицию, он вообще не думает о том, кто будет носить это, мужчина или женщина. Имеется в виду то, что каждый человек должен найти аромат, который прям вот сочетается с его душой. Okay, and the next part of this question, what kind of character the woman should be to wear this fragrance? Well, I think definitely would be a woman who is looking for an adventure, who maybe wants... Maybe is looking to reinvent herself, looking for somebody who likes a beautiful challenge. Yeah. Да, но Ян говорит о том, что вторая часть вопроса – это какими качествами характера должна обладать женщина, чтобы носить этот аромат комфортно. Но Ян говорит, ну, наверняка, конечно, это будет женщина, которая, если хотите, ищет приключений, безусловно, да. Это женщина, которая с легкостью воспринимает любой вызов. Это женщина, которая любит наслаждаться этим вызовом и любит сама провоцировать и вызывать. И, безусловно, это очень яркая личность. Да, примерно так. Какие самые большие сложности, в общем-то, с которыми сталкивался Ян при создании этого аромата? Well, as always, when you have, I mean, there's a lot of pear in it. It's, you know, the fruit to make it pear stay for a long time, to make it long last, and then the whole mix of finding the right balance between the chili and the pear, and that was a real challenge. And this one took very, very long time to create. The whole process. It was a difficult perfume to make, but I'm very happy about it. I'm very proud about it as well. Yes, and plus, as I know, that it was almost impossible to find like previous experience of using pear in perfume, because there almost nobody did it. I know maybe 2 or 3 fragrances which consist of flower of pear, but not like you did. И Ян отвечает, то, что на самом деле вообще создание этого аромата было очень непростым процессом, потому что найти правильный баланс между вот этим ароматом грушевого сока, причем сделать его стойким, и вот этим жгучим перцем чили, да, это было почти невозможно. Они как будто воевали, они перекрывали друг с другом, поэтому Ян вот действительно гордится этой работой, потому что это потребовало и много сил, и много времени для того, чтобы создать гармоничную композицию между этими двумя, в общем-то, противоречивыми композициями, между ледяным ощущением вот этого сока и между жгучим ощущением перца, да, это было практически невозможно, однако же удалось. И когда же лучше носить этот аромат? Может быть, он больше дневной или вечерний, или ночной, если уж Ян обещает множество оргазмов, которые к нему должны относиться. This one you can wear all day, Ilya, from the moment you wake up until you go to bed. And I always say that, you know, when you find the fragrance that's your fragrance or the one you want to wear at the moment, you should want to bathe in it. There's not a limit to how much you want to use. And then this one, it's the same. So this one is all day, from morning till night. Ян говорит о том, что этот аромат вы можете носить целый день. Вот только проснулись, сразу же наносите body paint, да, и дальше с ним живете целый день. Ян считает, что если вы находите композицию, которая вам по-настоящему нравится, то в ней нужно действительно купаться, да, в общем-то. По-другому просто не должно быть. Если бы вы хотели подарить этот аромат какой-либо знаменитости, то кому бы Ян подарил этот аромат, вот из знаменитых, из звезд, да, и кому бы он соответствовал, там, не знаю, на 100%? I think I would give this one as well to Moнике Беллуччи. I know. Да, Ян говорит,
I will give it to Monica. Yeah, Monica Bellucci. She will have this one. Yes. Да, на самом деле я бы подарил этот аромат, говорит Ян, Монике Беллуччи. Да, это, он бы ей 100% понравился. Я так отреагировал, потому что на самом деле я-то знаю, благо то, что жена Яна, которая явно где-то недалеко, она не понимает русский язык, да, ну хотя слово Моника Беллуччи, конечно, она понимает. Но, по крайней мере, я могу смело рассказать о том, то, что Ян уже неоднократно о ней упоминал, и даже когда говорил вот о жасмине, как об афродизиаке, и когда говорил об ароматах, которые так или иначе пробуждают вот такие вот фантазии, которые есть внутри каждого человека, о которых не говорят ни в коем случае, особенно в прямом эфире, да, однако же, когда Ян рассказывал, он говорил, что вот как раз одна из моих фантазий – это Моника Беллуччи. I just told to followers that I remember when you told me about one of your fragrances, you already mentioned Monica Bellucci also about jasmine. Yeah. Yes, that's why I waited for this answer. Как лучше, в общем-то, подходить к поиску аромата для себя, да? Следует ли руководствоваться только интуицией и вот так вот сразу, что понравилось, и тут же купить? Или нужно к аромату делать несколько разных подходов, да, стараясь вот долго-долго обнашивать его на коже, стараясь разобраться в каждом оттенке, в каждой ноте этого аромата? What I would say is that, you know, in today's society, unfortunately, usually we don't have a lot of time. You know, so we go in and we do our shopping quickly, and you know, then we have to go back to, you know, to our families or to work. But if the best way to find it is actually that you find, first of all, you have to like it instantly. You have to like it from the beginning. But after that, you should let it sit on your skin. You should walk around with it. And basically, what I would say is that you can't get enough. You don't just want to put a little bit. You want to put a lot of it. And that's when I think you know that you find the fragrance that you want to carry. Ага. Ну, Ян говорит то, что, конечно, во-первых, это процесс такой, да, то, что вначале нужно руководствоваться интуицией, то есть вот вначале нужно выбрать аромат, который тебе нравится здесь, сразу и сейчас, и все. И вот дальше уже, после того, когда ты выбрал из обилия ароматов тот, который интуитивно тебе подходит, вот дальше ты должен делать к нему следующие подходы, как будто исследовать, наносить обязательно на себя, наносить на кожу, может быть, какое-то время пожить с ним, да, но по-прежнему доверяясь вот тому, что ты чувствуешь внутри, как ты соотносишь свою историю с историей этого аромата. В сегодняшнем мире, говорит Ян, к сожалению, у нас, как правило, не бывает достаточно времени, да, мы все спешим, мы забегаем ненадолго, но особенно в той ситуации, в какой мы оказались, вообще не рекомендуется в магазинах долго находиться, как обычно, поэтому не знаю, как рассказать всем вам, например, воочию про все истории, которые наполняют ароматы Яна или всех наших других брендов. Однако же, поэтому здесь нужно сочетать вот эту вот интуицию и множество разных подходов, но главное быть честным самим собой и выбирать то, что по-настоящему нравится. And the next question, следующий вопрос. Иногда я не могу слышать аромат на моей коже. Да, я слышал о том, что мозг устает от композиции, устает от аромата и блокирует восприятие, да, какого-либо аромата или запаха. Скажите, правда ли это? No, I haven't heard. I don't think so. I mean, what can happen is that if you smell a lot and you're not used to smelling fragrances, you get what we call, you get nose tired. And so today, you know, so that if you're not used to it, you get an overload and you can't take it anymore, and everything smells then basically, usually it's not that you don't smell anything, it's that everything smells the same. You can't tell the difference from another fragrance, or you can't see them apart, or so that's something. But the more you will notice, the more you work with perfume, the more you try perfume, the more you get interested with perfume, the more different or longer you can smell and try different scents, because you practice your nose actually. Да, Ян говорит о том, что это эффект, который вот называется то, что нос устает, да, но на самом деле это характерно для, так сказать, нетренированных носов, да, то есть в начале, когда ты первый раз, например, приходишь в парфюмерный магазин или там где-то еще, и ты слышишь сразу очень много ароматов, то мозг действительно включает как будто такую защитную систему, и они все сливаются вот во что-то одно.
да. Однако, чем больше ты узнаешь парфюмерию, чем больше ты слышишь много разных ароматов, тем более с незнакомыми нотами, с новыми нотами, то ты как будто тренируешь свой нос и свой мозг, да, и поэтому чем больше ты будешь погружаться в парфюмерное искусство, тем дольше, в общем, ты сможешь слышать, узнавать и различать различные ароматы. Следующий вопрос. Расскажите немножко о своей жизни. Что делает вас счастливым? Да? Есть ли у Яна другие хобби, например, или какие-то увлечения, помимо того, что он делает ароматы? Well, what makes me happy is actually just waking up with my little daughter, see her smile in the morning. It's nothing that makes me more happy. It's an incredible feeling. Ну что же, то, что наполняет... That, you know, just in general in life, I've always felt very curious about life, and actually just waking up, I've been fortunate enough, I think, to have that mental attitude that I always enjoyed, you know, every different moments, different travels, different meeting people, and I'm not just saying that. I look forward to what's going to happen in the day, you know. Yeah, so that makes me happy. Первая часть вопроса, что делает меня счастливым? Ну, больше всего меня счастливым делает это тогда, когда я утром просыпаюсь со своей маленькой дочкой. Да? Маленькой дочкой, вот это вот ощущение, оно, конечно, совершенно непередаваемо, оно совершенно невероятное. И это вот такое ощущение действительно абсолютного счастья. Второе, что делает меня счастливым, конечно, это то, что у меня есть возможность много путешествовать, то, что у меня есть возможность очень много всего нового узнавать, у меня есть возможность общаться с самыми разными людьми и, в общем-то, и видеть их улыбки тогда, когда я показываю им свои ароматы, это действительно делает меня счастливым. What about hobby? Well, I enjoy tennis a lot. I used to play a lot of tennis. I also enjoy golf a lot. Yeah, so I think, yeah, I mean, I do enjoy, I think, golf a lot because I used to play it with my father. After he finished work, we would go together and play 9 holes in the evening. And that's something I would really, really enjoy. And also got a moment to get to know my father better. So I have very good memories of golf in that way. Then tennis, I would say, is my favorite sport. It's something I tremendously enjoy, more watching than playing, but that's a hobby that I have, yeah. Да, но если говорить про хобби, говорит Ян, то я очень люблю играть в теннис. Я очень люблю играть в теннис и в гольф. В гольф я играю вместе со своим отцом, он поклонник гольфа. И, в общем-то, всегда, особенно сейчас, когда он уже прекратил работать, мы очень часто играем, это замечательно. Ну, а теннис я люблю играть, но на самом деле я больше люблю, конечно, смотреть. Поэтому, чего уж там греха таить. Но вот, пожалуй, да, теннис и гольф — это два великолепных видов спорта, мне очень нравится. Do you have a dog? No, I don't. Why? No, I don't. I wish I grew up with a dog, and I would love to have a dog, but I don't. I travel too much, and I can't. But later on, I'm sure we will get a dog. Да, ну, собаки у меня нет. Я спросил, есть ли у Яна собака, точнее, вы спросили. У Яна нет собаки, говорит, к сожалению, потому что он много путешествует, и, в общем-то, собаку тогда, конечно, невозможно держать, да, она будет слишком скучать. Вопрос такой, что Яну нравилось больше работать моделью или парфюмером, да, тот, кто задал этот вопрос, безусловно, знает о том, что Ян когда-то много-много лет назад, да, уже лет, наверное, 20 точно, да, начинал, в общем-то, работать как карьеру модели. Without a doubt, to create perfume, to work with perfumers I can't even compare it. That's really what, you know, it's my passion, and I love you know, creating and being part of creating perfumes. It's yeah, without, I can't even compare it. Modeling I did it, you know, when I was young, and I was, you know, it was a good way to make some extra money, and I'm happy I did it because I get to travel a lot and meet a lot of people and so on. So, yep. Да, ну, конечно, безусловно, это даже несравненно, да, безусловно, создание ароматов, безусловно, работа с парфюмерами, с производителями, создание композиции, это невероятное ощущение, это невероятное чувство, и, безусловно, это
это моя истинная страсть, говорит Ян. А моделью, да, моделью я работал тогда, когда я был совсем молод. Это для меня было хорошей возможностью заработать деньги, во-первых. И я счастлив, что моя судьба так сложилась, потому что это позволило мне очень много путешествовать, там со всеми встречаться. И это было, конечно, очень здорово, но это абсолютно нельзя сравнить с созданием своего бренда или тем более своих ароматов. Аромат – это возможность, в общем-то, путешествовать в своей памяти, увидеть разные прекрасные места в мире, и мы можем собрать самые счастливые моменты нашей жизни или так погрузиться в мечты. И какой у Яна, в общем-то, самый любимый запах, наверное, даже, да, не обязательно аромат, и в какое место этот запах или аромат Яна переносит, да, и, в общем-то, какие ощущения этот аромат себе несет. For me, I would say one fragrance is, of course, Morning Chess, where I get, to travel to or back in time, actually, to my family, to my Swedish family, the country home. It brings back a lot of beautiful memories of, us all being together. Always a lot of music, a lot of joy, a lot of, good spirit and good energy, and it just evokes a lot of beautiful memories for me and feelings. Да, но для меня, в общем-то, ответ очень определенный, говорит Ян. Это аромат, который я уже воплотил в VILHELM PARFUMERIE. Это аромат, который называется Morning Chess, утренние шахматы. Да, это вот эта вот композиция Morning Chess, утренние шахматы. Ян говорит то, что здесь я как раз воплотил, наверное, самые счастливые мгновения. Это мгновение тогда, когда мы с семьей в Швеции выезжали в летний дом, и вот это вот ощущение прохладного шведского лета, ощущение свежескошенной травы, морского бриза, вот как раз все эти оттенки, они пробуждают и воплощают самые такие сокровенные, самые интимные, самые нежные, наверное, воспоминания, которые только у меня есть, поэтому вот это вот как раз и есть то самое путешествие по волнам памяти, это аромат Morning Chess, утренние шахматы. How chess can be morning or evening or day? Well, it's my grandfather used to play chess on the veranda with my father. So that's why the name is Morning Chess. Да, я спросил, почему же такое странное название «Утренние шахматы», да, почему, разве шахматы подразделяются на утренние, вечерние или дневные? И Ян говорит, на самом деле это просто была семейная традиция, когда каждое утро его как раз дедушка играл вместе с его отцом в шахматы. And what did you do this time when they play chess? Well, they always asked me to cut the grass. Which was something that I didn't like at all. But now it's a moment that I actually cherish and that I have fond memories of. Я спросил Яна, что же он делал в то время, как его дедушка с отцом играли в шахматы. Он говорит, они меня всегда посылали траву постригать, да, то, что я терпеть не мог в те времена, абсолютно, да, и сейчас вот я правда понимаю, что вот эта вот стрижка, в общем-то, травы как раз были, наверное, самые счастливые мгновения моей жизни. And the next question, следующий вопрос. Есть ли у Яна любимый компонент, который он использует во всех своих ароматах? Well, jasmine, you can find in quite a few of my fragrances. Ну, во-первых, наверное, это жасмин, говорит Ян. В некоторых ароматах вы можете его найти. And also agar wood, you can find a lot. Galbanum. Как раз агаровое или удовое дерево, которого вы можете много найти, гальбанум. It's hard to say a favorite. I mean, I think. Сложно сказать, какой из этих компонентов прям действительно любимый. Because it varies a lot. It depends on, the time or the mood or I can't say. I have many favorites. Yeah. Да, на самом деле любимые компоненты, они же меняются, да, они зависят от того, какое у тебя настроение, какое, не знаю, там, о чем ты сейчас думаешь, да, и на самом деле их действительно очень много. That's why I can like resume that you have, to be honest, not like one favorite ingredients, and I think that's why your fragrances are so different. Yeah, I think so. It sort of varies I believe that's why. It depends a lot, where I am in terms of what I'm inspired by, where I am in the world at the time, and
you know, I would give you a different answer if you would ask me, you know, in 3 weeks, what's my favorite fragrance or ingredients, yeah. Да, Ян говорит, именно поэтому, конечно, ароматы, они такие разные, да, и, конечно, даже если бы я сейчас назвал какой-нибудь любимый компонент, то спросил бы я Яна об этом через 3 недели, но, скорее всего, это был бы уже другой любимый компонент, да. Все зависит от большого количества факторов, поэтому, наверное, вот прям такого основного даже не представишь. Собирается ли Ян расширять линейку своих продуктов, да, собирается он выпускать что-то дополнительное, может быть, там, travel kits, то есть наборы для путешествий, и вообще, что будет дальше, что будет следующим? We are expanding quite a lot, and I think soon you will see an all over body spray, there will be, you know, body creams to come, there will be candles to come. We're working on several new products and developments, and I think instead of naming it all, I think you will see in time with the announcement when it comes. So we're working on many exciting things and projects and products to be launched. So I think you will hear and you will see a lot about VILHELM here now in the future. Окей. Ян говорит, но на самом деле мы много над чем работаем, но вообще сейчас ближайшее то, что мы собираемся выпустить, это будет такой мультифункциональный спрей, это будет спрей для тела с ароматами VILHELM PARFUMERIE, ну, мы работаем и над банной линией, открою вам секрет, Ян говорит, но в то же время имейте в виду, что я все-таки предпочту, чтобы для вас это оставалось такой немножко тайной. Совсем недавно, вот в апреле, как раз произошло значительное расширение линии VILHELM PARFUMERIE как минимум в 2 раза, да, то, что у нас появились, например, 50 миллилитров, да, то, что это замечательно. Много чего интересного будет. What about next fragrance? The next one after body paint. Ага. After body, no, I think now it's enough. Now you have body paint. Now we're launching it today, and I'll be happy to answer questions when the new launch comes for the next fragrance. Я спросил, а какой же будет следующий аромат? Я им говорю, следующий аромат это Body Paint. Это тот самый аромат, который мы сейчас выпустили, да, а вот о грядущих композициях мы поговорим как раз тогда, когда они появятся. Окей, Ян, we need to finish. Thank you very much. Ян, спасибо огромное. I'm sure the camera has moved a lot because I talk with my hands, so I hope it was okay for everybody. The last question: What fragrance do you wear now? Right now? Right now. Right now, I'm actually wearing mango skin. Да, вопрос промелькнул, какой аромат сейчас на Яне? Да, Яна ответил, прямо сейчас на Яне аромат манго скин. Yeah. Okay. Right now, yes. Thank you very much for body this. Paint, but I have mango skin. Да, я, конечно, говорит, Ян должен был бы надеть body paint, но сейчас на мне манго скин. Yeah. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо вам большое, спасибо то, что вы присоединились на наш вот этот онлайн-эфир, и я искренне надеюсь, то есть, что осталось совсем немного, и мы увидим Яна воочию здесь, и вы тут уж точно сможете задать все вопросы любые без посредников, например, в моем лице, и выслушать те самые честные ответы, которые Ян привык давать. Ян, thank you very much. Keep safe, be healthy. Thanks to you, to your wife, and to your daughter, because she makes your mood, and she makes you happy. Yeah. Вот. До новых встреч. Thank you so much. Yeah, stay safe, okay? Bye-bye. Ну что же, спасибо всем. Да, оставайтесь живы-здоровы. Ждем вас в молекуле. Мы уже открыты. Добро пожаловать. Всего доброго.